Сколько существует неведомых миров, сколько временных линий и пространств, и что влияет на их дальнейшую судьбу. Этими вопросами частенько задавался королевский ученый Виндингсгастер. Однажды он нашел ответы на все свои вопросы ценой собственного существования. Эта история отличается от многих тех, что мы с вами уже слышали. Изначально временное пространство было разделено на 3 уровня. На первом уровне существовала вселенная Undertale, окруженная параллельными мирами. На втором уровне расположилась антипустота – пустое пространство, соединяющее пустоту и вселенные. Она служила подобием моста, позволяющего перемещаться между другими уровнями. Третий уровень – пустота. Совершенно иное место, оказывающее влияние на вселенные. В него просто так нельзя войти, и невозможно выйти. Вследствие экспериментов Виндингсгастер случайно упал в ядро. Его тело перестало существовать во Вселенной, но не душа. Душу монстра перенесло в пустоту. Его физическая оболочка вновь реинкарнировала, подарив ученому новую вечную жизнь, однако без возможности вернуться назад. Я очнулся на холодном полу другого измерения. Душа резонировала. Казалось, вот-вот и я рассыплюсь в пыль. Постепенно я отошел от этого состояния и поднялся на ноги. Место, в которое я попал, не поддавалось описанию. Словно оно находилось за гранью реального мира. С единственным выходом. У портала Гастера встретила неведомое существо, очень похожее на скеле-монстра. Черно-белый незнакомец явно не ожидал увидеть в своем мире чужака. Позже он представился как бог времени и поведал ученому о том, куда именно он попал. Махнув рукой, скелет повел Гастера за собой. По пути Виндингс только и успевал оглядываться по сторонам. В это было сложно поверить, словно он очутился во сне.
самого начала создания пространственного мира первой появилась пустота, в которой зародился космос, и начало идти время. Два бога, две сущности. Первый бог — Сенусрет, он же космос, не имеющий души и эмоций, безмятежный повелитель пространства. Второй бог — Апарека, он же само время, обладающий сильной душой, повелитель времени. Они действовали и существовали бок о бок, постепенно создавая другие миры. Первый и второй уровни, первую вселенную в них, общую взаимосвязь. Потом боги решили создать равновесие путем сотворения сущностей света и тьмы, положительной и отрицательной энергии, которая оказывала бы влияние на вселенные, на то, что бы в них происходило, как белая и черная полоса в жизни каждого существа, так и всего мира, будь то геноцид или пацифист, либо нечто нейтральное между ними. Новые боги были созданы из физической основы и частицы магии. Сенусрет пожертвовал частью собственных рук для создания основы для света и тьмы, оставив себе лишь кисти. Апарека разделил свою душу на 3 части, отдавая 2 частицы магии для сущностей, дабы одушевить их, а также подарив им волшебные амулеты, которые возвращали сущности к жизни после смерти. Так появились бог тьмы Войд и бог света Парагон. В тот же день космос и время разделились. Сущность, переполненная эмоциями и не имеющие их, были слишком разными, что приводило к постоянным ссорам. Апарека с Войдом и Парагоном стали жить в небольшом мире, когда-то созданным самим же временем и космосом в пустоте. Сенусрет переместился в измерение, построив себе гробницу и погрузившись в многовековой сон. О существовании Сенусрета время умолчал. Задачей тьмы и света была извечная и ежедневная битва друг с другом, решающая судьбы вселенных и обитающих в них существ. Победа света давала мирам счастливые концовки, удачу, самые благие события в жизни любого существа. Победа тьмы имела обратную сторону. Но стоит заметить, что все события оказывали разный эффект на вселенные. На какие-то больший, на какие-то меньший. Опуская ежедневные схватки на арене, Парагон и Войд проводили все свое свободное время вместе. Они любили отдыхать под большим деревом, играть в различные игры при помощи магии, которые сами и придумывали.
Но в один день все резко изменилось. Войда поглотила зависть. Зависть к тому, что света было намного больше в других мирах, нежели тьмы. Бога тьмы посетила мысль о том, чтобы украсть силу у Парагона, дабы стать еще сильнее и контролировать события во вселенных самостоятельно. Под покровом ночи Войд пробрался в покой Бога Света и атаковал его, пока тот спал. Ему удалось украсть коробку Парагона, в которой находились основные магические умения света. И так бы тьма полностью поглотила свет, но вовремя подоспевший Апарека сумел остановить Войда и изгнать его из общей обители богов, забрав у того амулет. Глазница Парагона расплавилась, а Войд получил трещины на глаз от энергии противоположного типа, в дальнейшем приносящие ему головные боли и кошмарные сновидения. Парагону было очень больно, морально от такого предательства. Между лучшими друзьями образовалась обида. Новое чувство – ненависть. Оно стало настолько сильным и жгучим, как огонь, дав начало для появления сущности, состоящей из одной магии, но при этом имеющую физическую оболочку, будто некая ошибка или баг. Бог ненависти – Лейлани. Несмотря на все, Апарека принял его в семью как родного, даже поделившись с ним частицей своей души и амулетом. Лени был самым слабым богом в связи с отсутствием физической основы. Он завидовал остальным, так как его способности были слабы и ничтожны. Даже измерение, в котором жил бог ненависти, было отделено от остальных. Лени всегда восхищался Войдом, и повелитель тьмы с радостью сделал из ненависти своего ученика, шпиона, пообещав силу за верную службу. Дабы усилить контроль над Войдом и помочь Парагону, Апарека отделил от своей души еще одну частичку магии и принес в жертву свой правый глаз для создания новой сущности – жизни.
Амара стал одним из самых сильных богов после Сенусрета, задачей которого стал контроль боев на арене и тщательный надзор за повелителем тьмы. Будучи самым молодым, Амара в большинстве случаев невероятно позитивен. Он любил подшучивать над всеми, в особенности на тему жизни. Доставать Войда – любимое занятие каламбурщика. Однако за маской весельчака и этакого дурачка, способного заснуть прямо на ходу из-за весьма напряженной работы, скрывалась весьма жестокая личность. Ведь жить жестоко. Это была весомая причина для Войда, дабы обходить его стороной. Мир, в котором жили боги, постепенно преобразовался. Все они получили свои отдельные измерения, где могли отдыхать и восстанавливаться. Как-то на днях я задался довольно интересным вопросом. Это связано с попаданием в данный мир. Знаю, что отсюда нет выхода. Но что если ядро моей основной вселенной есть вход? Эта теория не дает мне покоя. Вероятно, что никто, будучи в здравом уме, не пойдет на такой поступок. Но, как видишь, Апарека, не стоит упускать данный факт. Никогда бы не подумал, что центр вселенной может оказаться входом в наш мир. Думаю, нужно рассказать об этом Амаре и Парагону. А как же Лейлани? Лени? Думаю, о подробностях ему не обязательно знать. Последнее время я беспокоюсь о нем. Ты знаешь, его появление здесь было таким же внезапным, как и твое. Понимаю. Тогда я пойду по своим делам. Я полечу к Парагону и Амаре. Увидимся! В один день Войд вернул силу Парагону, тем самым вернув к себе доверие через несколько недель. Боги расслабились и спокойно вздохнули, так как долгожданная гармония вновь была восстановлена. Ночью, когда Амара спокойно спал, Войд проник в его покой, повторяя историю с Парагоном, крадя самую мощную силу и энергию. Амара только успел открыть глазницы и отбросить бога тьмы, но было уже слишком поздно. Амара рухнул на пол обессиленный, превращаясь в амулет, который Войд забрал с усмешкой, отправляясь к Апареке. В ожидании того момента, когда бог времени попрощается с Гастером, Войд совершил второе нападение, поглощая Апареку следом. Чем больше сил получал Войд, тем сложнее было остановиться, несмотря на всю боль, которую он получал. Парагон не смог помочь богу тьмы и был жестоко разрублен пополам. За ним пал и Лейлани. С
Собрав всю мощь богов, Войд превратился в огромного дракона, олицетворяющего хаос. Громко зарычав, бог тьмы обратил пустоту во тьму. Гастер был не в силах одолеть такое могущественное существо, и в итоге битвы ученый, оказавшийся зажатым на краю центрального острова, спрыгнул прямо в воду. Виндикса затянул небольшой водоворот прямо на глубину. А очнулся ученый у подножья пирамиды, внешне очень похожей на ту, о которой когда-то рассказывал бог времени. Она же усыпальница бога космоса, которого Гастер смог пробудить, пройдя через ряд головоломок. В воздухе прогремел рокот космического корабля. Отдыхающий на центральном острове Войд поднял голову лицезря, как огромная пирамида исчезает, оставляя после себя маленькие частицы магии. Хаос и космос встретили друг друга лицом к лицу. Началась битва между ними, которая была долгой и изнурительной. Пока бог космоса не принял крайние меры. Запечатав Войда в магическую тюрьму, Сенусред вызвал свой корабль, обрушив на огромную рептилию смертоносный луч, положив конец противостоянию. Все боги наконец-то были свободны. И только 2 амулета остались лежать на земле, друг к другу, бок о бок, как когда-то давно. Войд и Парагор. Сенусред помог Апареке реабилитировать силы, а тот, в свою очередь, воскресил тьму и свет из амулетов при помощи алтаря. Лейлани возненавидел Войда за то, что он предал его. Под общий шум бог ненависти отправился в странствие по другим альтернативным вселенным в поисках силы, дабы отомстить тьме. Его исчезновение никак не повлияло на миры, так как официально бог ненависти являлся глюком, ошибкой в пустоте. Обретя новую мощь, он вернется, дабы дать Войду бой и унизить его. С тех пор все стало по-прежнему. Сенусред стал стражем пустоты. Войд пошел на путь исправления, поняв, что чрезмерная сила ведет к весьма плохим последствиям.
Амара помогал следить за порядком, а Гастер помогал улучшать благосостояние богов, изобретая различные вещи в лаборатории, среди которых была кофеварка для Апареки. Во тьме есть свет, а в свете тьма. Вместе они — равновесие. Холод есть пустота.